Пароизоляция. Все мы знаем, что сейчас в современном мире настройки без пароизоляционных мембран уже как бы никуда. Но и также сейчас уже стали понимать, что неправильное применение пароизоляции не там, где надо, или неправильная ее укладка может привести еще к более плачевным обстоятельствам. Короче, я украл кусок пароизоляции. Вот она так выглядит, но, к сожалению, также выглядит и ветрозащита может выглядеть, и гидромембрана. Поэтому очень большая путаница. В сегодняшнем ролике мы попробуем разобраться все узлы в доме, где применяется пароизоляция. Смотрите ролик до конца, и у вас не останется вопросов по применению пароизоляции. Всем привет, друзья! Вы на канале Своими Руками, с вами Макс. И кто первый раз у нас на канале, ставим сразу лайкусики и подписываемся. При подписке, пожалуйста, поставьте колокольчик и уведомления о всех видео. Не забудьте подписаться на мои все соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграмы, ТикТок. Сейчас я в ТикТоке провожу стримы, все ссылочки будут под видосом. Сейчас представим наш дом в холодное время года. В холодное время года дом это примерно вот этот шарик. Отопление нашего дома создается в доме у нас парциальное давление. То есть теплый воздух, он стремится всегда наружу. Ошибочное есть мнение, что люди думают, теплый воздух стремится всегда вверх. И значит пары идут только вверх и нужно защищаться только потолок. На самом деле нет. Конвекция, да, вверх, то есть циркуляция теплого воздуха, он стремится вверх, но давление, которое сейчас в шарике, сейчас в любом месте мы отверстие сделаем, и из него будет выходить воздух. Все. Давление сброшено, тепла в доме нет. Все бы ничего, теплый воздух, да и бог бы с ним, пусть бы он улетучивался на улицу, вверх, в потолок, в стены. Главная проблема, что в теплом воздухе у нас содержится пар, влажность. И когда он переходит с теплой границы в холодную, он выпадает в росу. И у нас могут начаться в этом месте проблемы. Это может быть в толще стены, в толще пирога утепления или еще где-то. Без применения пароизоляции можно испортить себе стены, пол, потолок, утепление, ну и в общем в целом всю свою прекрасную жизнь. Ну а также при неправильном использовании пароизоляции можно усугубить ситуацию, сделать еще хуже. Где делаем пароизоляцию? Стены. Стены, если требуют защиты от паров. То есть, или у нас каркасные стены, или же сделано внутреннее утепление. Делаем пароизоляцию с нахлестом на пол и на потолок. Потолок. Здесь заложен утеплитель. Делаем пароизоляцию с нахлестом на стену. В перехлест, перехлесты проклеиваются здесь на стену. Если тут монолитная бетонная плита, никакого там снаружи там не сделано утепление, или же у вас сделан фасад, который способствует выходу паров, значит эту стену можно пароизоляцию не делать. На монтаже пароизоляции на потолок, перехлест на стену нужен. И проклеить, чтобы в этот угол пары не уходили. При пароизоляции стены и пароизоляции потолка шероховатой стороной внутрь помещения. Внутрь помещения шероховатая сторона. Пароизоляция имеет гладкую сторону и вот такую шероховатую. Шероховата получается к нам всегда лицом. Практически во всех ситуациях. Пол полаган с утеплением. При вентилируемом подвале делается пароизоляция с нахлестом тоже на стены. Все проклеивается, но только в этом случае, это единственный случай, когда она делается шероховатой стороной вниз к утеплителю. Это единственный случай. Раньше производители пароизоляции говорили и предписывали, что также шероховатой стороной вверх, внутрь помещения должна быть она. Но сейчас уже современные, большинство
даже прописывают, что в такой ситуации нужно шероховатой стороной делать в сторону подвала. Вот такое утепление потолка с пароизоляцией при простой холодной кровле. Дальше вопрос. Как же делать, если у нас мансарда? Например, делаем ломаную двухскатную. И тут организуем каркас. Каркас, соответственно, утепляется вверх, низ также по лагам. Утеплитель просто так нарисую. Здесь опять потолок, пароизоляция на стены шероховатой стороной в помещение. Стены, пароизоляция шероховатой стороной внутрь, тоже все шерстью внутрь. Пол в этой ситуации гидроизоляция делается сверху, пароизоляция также остается снизу при мансардном этаже. Все, тут ничего не меняется. Вот основные принципы, где используется пароизоляция. Полы, стены, потолки в мансардных этажах точно так же. Внутри помещения. Для того, чтобы не дать теплому воздуху никуда выходить. Первый момент, чтобы не было больших теплопотерь, пароизоляция удерживает теплый воздух, удерживает наше тепло, чтобы не было у наших бабуликов, не улетали на ветер. И второй момент, так как теплый воздух у нас содержит влагу, пары, и они потом при выходе в холодную часть, они конденсируются в виде капелек становятся. Получается у нас точка росы, конденсат, роса, хоть как называйте. Получается, короче, ведро с водой там где-то в утеплителе или в стене. Чтобы этого не допустить, процесс этот, возможно, не такой, может быть, и быстрый, но довольно-таки плачевный. Накапливается очень много влаги. Соответственно, защищаем от влаги стены, защищаем себя от излишних трат, от потери тепла. Пароизоляция делается полностью все везде внутри. Не допускайте ошибок, часто делают ошибки, снаружи где-нибудь приляпают. Вот по наружке пароизоляцию, чтобы якобы или путают ее с ветрозащитой, она, да, похожая, к сожалению, или же намеренно делают пароизоляцию, якобы, чтобы от ветра, чтобы не выдувало дом, понятие такое у людей, но тем самым получается у нас теплый воздух выходит. Вот он, до середины стены теплый воздух идет. После середины, ближе к улице, здесь уже мороз, здесь он уже холодный. И он выпадает на поверхности пароизоляции или на внешней стороне стены в виде капелек в росу. Соответственно, он накапливается, стена тут обильно отсыривает. При замерзании влага расширяется, тем самым разрушая поверхность стены, трещины по стене, то есть губительное, пагубное воздействие на стену ведет. Я не скажу, что это процесс раз, два, три, все, стена развалилась, но ничего хорошего нет в этом. Гладкая, другая шероховатая. Зачем же она нужна, эта шероховатая сторона? Для того, чтобы, если мало ли будет возможность образования пара, пароизоляция, это не значит, ребята, что у вас везде на стенах вода всегда влага. Пароизоляция это просто не дает теплому воздуху выходить в толщу стены. Соответственно, не будет влаги в стене. Если же теплый воздух, он у вас пока в квартире, в тепле, он у вас не будет отбрасывать влагу. Влаги никакой не будет. Но мало ли, если такой случился казус, скажем, остыла стена какая-то вдруг по какой-либо причине или промерз угол, то в этой части может образоваться какая-то часть влаги, сконденсироваться. Для этого сделано шероховатой, чтобы равномерно в виде мелких капелек пар, допустим, вот в этом углу, на этой шероховатой стороне равномерно распределился. И в дальнейшем он плавно высохнет, не навредив никаким там дальнейшим конструкциям. Если же будет сторона гладкая, эти капельки, они будут собираться в маленькие и, соответственно, в ручейки. Бежать будут вниз и где-нибудь на полу тут соберутся в лужицу. Лужица уже гораздо труднее высыхает, и пока она высыхает, она может навредить, подпортить какой-нибудь у вас там отделочный материал или конструкция какая-то, что-то будет. И начать процесс там гниения, плесневения. Почему же здесь делается шероховатая сторона на полу все-таки шероховатой стороной внутрь, в сторону лак? Под полом делается ветрозащита. Ветрозащита, она как удерживающая и дает возможность выходу парам. Если же у нас где-то, не дай бог, утечка пароизоляции есть, чтобы пары могли сквозь утеплитель пройти и выйти
подпольное пространство. Здесь у нас получается сквозняк, продухи, и эта влага будет интенсивно выдуваться. Но если же в какой-то межсезонье там закрыли все продухи, у вас там верховодка, попала вода, мелкозаглубленный фундамент, короче, грунт здесь стал влажный, активно, много про это пишут, что тут болото может быть, вопросы такие задают. И при такой ситуации влага может подниматься и также через вот эту ветрозащиту подняться и через утеплитель. Соответственно, также, чтобы тут не скапливались ручьи, а просто в виде мелкой дисперсии сохранится. И потом в дальнейшем, конечно, этот процесс не такой быстрый, она обратно выйдет и высохнет. Когда все отдушины откроются, когда высушите подполье. Задают вопрос такой: вы зачем так делаете, да вы что? Здесь нужна тоже пароизоляция, чтобы вот эта влага не испортила лаги. Много пишут людей, что мы вот так сделали, у нас лаги испортились, да вы что, там же под домом болото, от этой влажности влаги портятся. Ребята, не надо путать технологии. Мы говорим об утепленном полу по лагам, как он делается, монтируется. То, что у вас под домом болото, и там лягушки, или там может даже карпы водятся, это вопрос к полам вообще никакого отношения не имеет. Нужно разбираться вам с отмосткой, нужно с дренажом вокруг дома разбираться. У вас какая-то утечка, у вас какое-то попадание воды, то есть вода в подвале никакого отношения к полу не имеет. И если вы хотите защищать пол, а не бороться с своей влагой, смысла нет никакого. Пароизоляция или что-то будет другое, вы просто отсрочите, но у вас начнутся другие проблемы. Поэтому вы сначала должны вопрос решить со своей водой, которая у вас в подвале, там, или болото, как там пишут, там сырость какая-то. Потом уже будем смотреть на пол. Нужно лечить проблему, а не ее симптомы, ребята. Поэтому убирайте воду из подвала, смотрите, откуда она у вас попадает, какие-то причины, смотрите, решайте. Ну а пол тут ни при чем. Ну в общем все, ребята. Вот такой был ролик, не знаю, полезный, не полезный, про пароизоляцию, про утепление, очень много вопросов, очень много комментариев, в личку пишут, в контактах мне пишут, в инстаграме пишут. Надеюсь, кому-то помог в очередной раз разобраться с этой ситуацией. Ставим лайкусики, смотрим дальше. Следующий ролик будет через 2 дня, ролик будет про утепление. Самый глобальный вопрос, какой использовать утеплитель, опилки, вату, стекловату, пенопласт, глину, саман, там куча вариаций. Чем же лучше все-таки утепляться? Это следующая тема нашего ролика. Так что, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите через пару дней. Все, всем пока.